Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня будем говорить о Патаре. Это, наверное, самый значимый город Лики, расположенный на побережье Средиземного моря, являющийся в свое время крупнейшим портом. Среди туристов он знаменит в первую очередь своим великолепным пляжем длиной 18 километров, где гнездятся черепахи, и стандартным набором туристических аттракционов в виде двух амфитеатров, различных гробниц, и собранных и пересобранных неоднократно помещений римского периода. Но мы же с вами не обычные туристы, и мы знаем, что и где смотреть. Тем более, что мест здесь таких осталось предостаточно, и до которых еще не добрались очумелые ручки археологов и реставраторов. И начнем мы наш осмотр с въезда в город с так называемой арки Метия Модестуса. Сначала оно считалось триумфальной арки, однако при раскопках под ней не было обнаружено никакой дороги. И археологи с историками, как они говорят, договорились считать, что это конечное звено акведука. При том, что других звеньев этого акведука по обе стороны от него не обнаружено. Лично я думаю, что это обычный памятник тщеславию дядюшки Метия. Раскопки тут начались, но были приостановлены, скорее всего, после того, как в придорожной канаве обнаружили стереобат античного здания, уходящий под дорогу, выполненный совсем по другим технологиям и гораздо более раннее время. Тем более, что по всей Патаре археологи ищут куда-то пропавший храм Аполлона, который был знаменит своим оракулом и почитался по всей эллинистической Греции, и который почитали за честь посетить все сильные мира того. Даже Александр Македонский успел здесь отметиться, и, скорее всего, Модест Петрович наш просто решил присоседиться к славе этого храма. Но это моя праздная версия, хотя чем она отличается от версий тех же историков и археологов? Тем более никаких противоречий ей я здесь не нашел. И, судя по всему, основное направление, как и в Перге, выбрано римское, и никто откапывать что-то более ценное здесь не собирается. Это и легче, и сразу принесет доход. Ну а мы давайте посмотрим, что здесь уже успели, в общем-то, откопать, и назад закапывать постеснялись. Давайте начнем вот с этого угла, где мы можем видеть прекрасно сохранившуюся облицовку мраморную. Причем это нижний слой, был еще один слой, даже более тонкий. А этот прямо весь он с плинтусиком таким вырезанным. А вот там видно второй слой, который был поверх, но он не сохранился. Здесь все видно, что это крепилось на растворе, поверх плинфы, созданной в римское время. Замес здесь стандартный, все вперемешку, осколки мрамора, плинфы, горшков, зубов, костей. Все как обычно. Тем не менее, именно здесь, в Патаре, ученые не отрицают цунами. Но правда говорят, что оно произошло в 15 веке, когда почти год трясло соседний остров Родос. И кто-нибудь может мне сказать, чем этот официально подтвержденный след от цунами отличается от так называемого культурного слоя многометрового, которым засыпаны остальные античные города Турции? Получается, что тут змея вранья начала кусать сама себя за хвост. И потихоньку все-таки мнение археологов и ученых начинает меняться. И новое поколение турецких ученых, археологов и историков начинает зарабатывать себе титулы и звания на новых теориях. И хорошо, что эти теории все-таки больше соответствуют реальности. Может быть, новое поколение откопает ту белоснежную, идеально ровную красоту, которая покоится под этой римской залипухой. А работы на их век здесь точно хватит. Видите, какой мощный культурный слой. Просевать, не просевать, копать, не перекопать. И их открытием будут салютовать пролетающие в небе военные самолеты. Ну а мы двинемся к некрополю. Некрополь – стандартный многослойный пирог из разных захоронений разных времен. То, что пишут историки, вы можете прочитать сами, я тормознул недолго. А мы пойдем дальше, так как все равно сюда не пускают вовнутрь. Наверху здесь расположены так называемые хамасории, то есть это или хамасарионы. Это выдолбленные в скале углубления
для размещения покойников, которые сверху только закрывались крышками. Это более дешевый вариант, или так называемые бывают еще хамасории, которые впоследствии могут быть все-таки дорублены до нормального саркофага. Я видел парочку таких в районе Термесоса. И вот скорее вот этот вот саркофаг хамасориан, он и предназначен для дальнейшей обработки последствий. Но это совершенно уникальная могила и совершенно уникальная крышка. Это почти 2 куба цельного куска известняка, то есть общий вес это около 5 тонн. И на мой взгляд, такой способ захоронения был более безопасным от разграбления. Так как если обычный саркофаг можно сбоку продолбить и сделать отверстие, чтобы проникнуть внутрь, то этот сбоку продолбить невозможно, а сдвинуть такую крышку можно было только с помощью каких-то уже современных механизмов или трактором, что, по всей видимости, и было сделано. Саркофаг, как всегда, забит всяким щебнем, а вот крышка его выбрана вовнутрь всего лишь сантиметров на 7-8 и с тем самым специальным инструментом, который апологеты антропогенеза называют зубилом или кайлом, но как-то они странно оставляют строго параллельные непрерывные борозды, похожие на процарапывание какими-то железными когтями, проведенными по мягкому материалу. Я все больше склоняюсь к теории размягчения камня, так как только она может объяснить эту легкость и скорость обработки такого объема твердого материала. Глядя на следующий саркофаг, я грешным делом подумал, что это единственный нетронутый, увиденный мной в Турции артефакт. Однако, заглянув вот сюда под куст, я увидел, что да, действительно, крышку сдернуть они не смогли, но сумели пробить себе лаз между крышкой и скалой. Здесь умудрились крышку сдернуть, и обратите внимание, она снизу вообще выбрана минимально, на пару сантиметров всего. Складывается впечатление, что ликийцы обладали секретом антигравитации. А на той стороне дороги расположено римское кладбище с римскими саркофагами. Хотя некоторые стоят и на гипосарионах. Это такие камеры, сложенные из блоков с пространством внизу, в которых хоронили, по разным сведениям, либо жен, либо рабов умершего. Римские саркофаги, они более тонкостенные, у них выбранная внутри крышка, и они гораздо легче, чем ликийские. Ну и на них присутствует вот это специфическое место для надписи, такая конфетка, где написаны эпитафии и кто там похоронен. Но здесь стоит отметить, что все народы того времени, населявшие эту территорию, не брезговали пользоваться чужими саркофагами, так же, как и свои родственники вынимали кости одних своих предков и клали на их место тела других, так сказать, на дозревание. И саркофаг он выполнял как бы функции санитарные, а не постоянного захоронения. Этим, наверное, объясняется небольшое количество саркофагов по сравнению с населением, населяющим эти территории. Ну а мы, очистив предварительно ноги и штаны от впившегося в них ковыля, двинемся к одному очень примечательному и загадочному месту. Это на первый взгляд непримечательная такая рощица финиковых пальм, но она претендует не больше, не меньше, как на настоящее место рождения Аполлона. Именно такую теорию выдвинул профессор Агденис университета Фахри Ишик, который вместе со своей женой и детьми уже много лет копает территорию Патары. Его жена, тоже профессор Хава Ишкан Ишик, как раз руководит проектом по восстановлению Патарского маяка и включению Патары в список ЮНЕСКО. Основная идея их теории заключается в том, что Лето не рожала близнецов. Артемиду она родила раньше на Делосе, а вот Аполлона родила уже в Патаре. И в более ранних мифах говорится, что она родила его, держась за финиковую пальму. А на каменистом Делосе никогда не росли финиковые пальмы. И вот на этом щите вся эта теория очень четко изложена. Фильм снят 4К, и вы можете поставить на паузу и все четко через переводчик прочитать. Мы с вами, конечно же, в курсе, что историки и археологи мастера придумывают всякие сказки. Но давайте сами пройдемся вокруг и попробуем сопоставить кое-какие факты. То, что это место явно непростое, говорит подходящий к нему водный канал, чтобы можно было подплыть к этому месту на лодке.
И также с другой стороны подходит к нему мощенная дорога. То есть для паломников создана как водная, так и пешая инфраструктура. Также древнеримский историк Аппиан, живший как раз в это время, сообщает, что в 88 году до нашей эры город подвергся осаде царем Понта Митридатом VI, с которым здесь произошла следующая история. Окружив своим войском Патары, он стал для сооружения военных машин вырубать рощу Летоны, но испуганный сновидением даже материал оставил нетронутым. Конец цитаты. Также во всех мифах упоминается, что полгода Аполлон проводил на Делосе, а полгода он проводил именно в Патаре. Также, согласно Страбону, город основал Патар, сын Аполлона и Ликии, дочери Ксамфа, сына Птолемея, царя Фив. Отсюда, в общем-то, и пошли все названия городов в этой местности и самой страны Ликия. Слева от Святой Рощи находятся римские термы, что, в общем-то, довольно странновато. И аккурат между баней и священной рощей проходит прекрасная, мощенная мрамором дорога. Для меня является сомнительной идеей проложить такую шикарную дорогу к портовой бане, а не к священному месту. И я тихо подозреваю, что раньше на месте этой бани стоял именно тот самый храм Аполлона. И археологи прекрасно это знают. Через пару минут вы узнаете, почему я так думаю. Согласно данным, указанным в сопроводительном стенде, эта баня была построена только во втором веке уже нашей эры. И народ в ней мылся аж до V века, то есть весь период чисто римский. Теперь посмотрим, как построена эта баня. Она, очевидно, построена из бывших в употребление блоков. Они все разнобойные, расколоты на несколько частей и собраны воедино по определенному римскому стандарту. Но если приглядеться к внутренним стенам, там нет следов крепления облицовки. Нет следов штукатурки, даже застрявшей между камнями. А вот в термах Перге, построенных в то же время, этих следов в изобилии. Куда ж делась вся облицовка? И была ли она в этом помещении вообще? И я думаю, неспроста здесь находится огороженная территория с ящиками полными археологического добра. Подходим к воротам и, конечно же, они, как обычно, закрыты. Ну, на такую территорию это не мудрено. И здесь что мы видим? Мы видим здесь целую мастерскую по изготовлению исторических артефактов и целый огромный склад. И как бы вы думали, чего? Правильно, это огромный склад облицовки высочайшего качества. Причем из всех зданий в округе самое близкое, к которому требуется облицовка, это как раз здание этой портовой бани. Но на ней нет следов крепления этой облицовки. Поэтому эта облицовка принадлежала какому-то другому зданию. И судя по толщине этих облицовочных плит, их полировки делали их совсем не римляне. То есть археологи с какой-то целью аккуратно собрали все, даже самые мельчайшие обломки от этой облицовки. Посмотрите, ее тут просто горы, сотни кубометров. Этим можно покрыть 1000 квадратных метров минимум. То есть с какой-то целью эту облицовку собрали, а не закопали. Значит, что-то они действительно предполагают. Или готовят реальное документальное обоснование того, что на месте этой бани был храм Аполлона. Что очень, в общем-то, правдоподобно выглядит. Особенно если посмотреть сверху. На снимке со спутника, если приглядеться к темному контуру зеленому вокруг этой бани, то это классическая античная пропорция для стереобата 6:10. И мне кажется, в скором времени нас ждут новые сенсационные заявления, гарантирующие признание Патары памятником ЮНЕСКО. Ну а мы давайте оценим работу реставраторов, которые восстановили центральную часть Патары и сделали из нее классический добротный туристический аттракцион римского периода. Дорога нас ведет сразу к Римскому театру. Их сейчас стало очень модно восстанавливать, делать сцену и проводить там всяческие фестивали и выступления артистов различного жанра. Если вы обратили внимание, на стенде не указана точная дата первоначальной постройки амфитеатра.
Указаны только даты, когда к нему прикладывали свои руки римские реставраторы. О чем они не преминули сообщить всему миру, накорябав на стене хвалебные отзывы в свой адрес. То есть историки постеснялись указывать этот амфитеатр как построенный римлянами. И для этого стеснения у них были вполне весомые основания. То есть посмотрите, из каких камней и как сложены стены этого амфитеатра. Не обращайте внимания на эту похвальбу римскую обычную. Кто здесь какие деньги заплатил, чтобы что-то тут отреставрировать и восстановить. Давайте просто посмотрим на размеры и качество соединения этих блоков друг с другом, фасочки между ними и идеальную подгонку друг к другу. И зайдя вовнутрь, тут же убеждаешься в правильности своих выводов. Вот обратите внимание, пристроенные из плинфы какие-то арки непонятные здесь были к античным бывшим конструкциям. Пристроенная стена, отделяющая зрителей от гладиаторов и дерущихся тут зверей и людей. Везде, опять же, похвальные надписи и статуи всяким благодеятелям. И вот опять же следы пристройки. И вот здесь наверху мы увидим следы моего любимого инструмента, который применялся почему-то только в античный период, но никак уже не римский. Римляне не умели почему-то пользоваться троянкой, однако почему-то умели строить гигантские краны, поднимающие десятки тонн. Странно, не правда ли? Реставраторы и реконструкторы не стали слишком долго заморачиваться с восстановлением вот этой римской лепоты и просто сделали деревянный настил для выступления танцевальных коллективов. А арену засыпали битыми колоннами и облицовкой. А мы пройдем дальше, посмотрим, что вот это за странная дверь здесь в арене и куда она ведет. Но оказалось, что она ведет в никуда, это просто ниша, и, скорее всего, это просто место для того, чтобы здесь смог спрятаться в какой-то период тот же гладиатор, дерущийся там со львами или бегемотами. И, видимо, эта щель спасла немало гладиаторских жизней от клыков и когтей разъяренных хищников. На стенах здесь также есть парочка кривых примитивных барельефов на гладиаторскую тему, но на них останавливаться мы долго не будем. Как сказано в описании, один из авторов надписей на стене пристроил к амфитеатру верхнюю часть, так называемую сумма кавея, а по-нашему так это просто бизнес-класс, и также сверху водрузил небольшой храмик, который уже давно развалился. О чем не преминул вот здесь вот оставить запись на веки вечные. Еще раз полюбуемся великолепной кладкой и отправимся осматривать еще один амфитеатр, но уже не для представлений, а для заседаний Совета Ликийских городов, Лиги Ликийских городов. Это так называемый Вулефтерион. Это прекрасно восстановленный небольшой амфитеатр, олицетворяющий собой торжество ликийской демократии под управлением Римской империи. Ничего в Европе не изменилось с тех времен. Перед входом мы видим выполненную в лучших имперских традициях надпись, что это здание восстановлено на средства Народного собрания Турции. И хотя в исламе порицается упоминание о своих заслугах, особенно в области благотворительности, но я считаю правильным. Вдруг прочитают депутаты из других стран, и может быть они попробуют создать нечто подобное и для своих избирателей. Мои искренние аплодисменты депутатам Народного собрания Турции. Поверьте, средств здесь было затрачено немало. Давайте посмотрим, на что были потрачены деньги депутатов. Восстановление проведено скромно, но со вкусом, без излишеств. Восстановили пол родной, восстановили, наверное, половину сидений. Вот. И здание приняло такой первозданный практически свой вид, кроме задней стены. И здесь, скорее всего, еще были навесы раньше. Вот, пожалуйста, аж 4 трибуны для дискуссий. В центре кресло почетное для председателя Лиги Ликийских городов, который тогда назывался Ликархом. Патарский Булефтерий считается самым старым зданием парламента в мире. В Ликийскую лигу входил 21 город, и французский мыслитель Шарль-Луи де Монтескье вспоминает Ликийскую лигу как идеальную модель конфедеративной республики, как древний и совершенный пример управления государством.
Однако, если учесть, что здание было построено еще до римлян, то не исключено, что на вот этом вот главном кресле, где я сейчас нахожусь, сидел Александр Македонский. Ну а мы идем дальше. Двигаясь к следующему экспонату, мы замечаем, какой был уровень засыпа. Далее идет, как я ее назвал, стена плача, собранная из обломков былой великой цивилизации. А подле этой стены стоит чудной экспонат, подаренный какими-то немецкими умниками, пожелавшими доказать, что между нынешней территорией Болгарии и Египтом существовала морская торговля. Для этого они весело притащили аж из самой Боливии несколько пучков вот этого тростника, связали из него это странное сооружение с хижинами и в 2019 году своим ходом добрались из Варны до Патары. Грузоподъемность этого пучка травы составила 1 тонну, что, в общем-то, для торговли ничего не значит. Для меня же остался открытым вопрос об оживленной торговле тростником между Боливией и Болгарией до нашей эры. Но поговорка верна: дареному коню зубы не смотрят. А мы давайте осматривать колонны. Эти гранитные колонны встречаются по всему Средиземноморскому побережью. Они стандартные, 5,5-6 метров высотой, отполированные, с синтазисом. Но самое интересное в них то, что они цельные и изготовлены из розового гранита, которого на территории Турции нет. Весь турецкий гранит темно- или светло-серый, а гранит этих колонн по цвету и по своей структуре уж очень мне напоминает египетский. То есть помимо зерна Египет еще и массово экспортировал сюда гранитные колонны. Так что, на мой взгляд, немецкий эксперимент единственное, что смог объяснить, так это то, почему в Болгарии нет гранитных колонн из розового египетского мрамора. Ну а мы через почему-то вот такие вот узкие ворота выходим на главную Уокин-стрит, портовую улицу Паттайи. Чуть не сказал Паттайи, но суть одна и та же. Здесь мы снова видим десятки колонн, хотя здесь уже появляются и мраморные. И на некоторых мы видим капители ионического ордена, но, честно говоря, смотрятся они там как на коровье седло. Явно не отсюда. Пол здесь явно пересобран, совершенно не сравним по качеству с полом в Ксанфе, который я показывал в позапрошлом фильме. Но улица стандартная. По бокам здесь были, как говорят, ну и это похоже, что так, бутики, магазины, шла оживленная торговля. Прямо с кораблей снимали товар и торговали здесь, скорее всего, даже оптом, так как улица вела прямо к воде, к пристани. Но это не пристань, это продолжение дороги. И вот здесь она целая, видите, с нормальных плит. Здесь археологи поленились перебирать под водой эти плиты в поисках старого золота и оставили все в нетронутом виде. Дорога эта продолжается и дальше, до самой старого берега гавани, которого уже нет, и все заросло болотом. А болото здесь якобы появилось по такой простой причине, что дюны, вышедшие из моря, закрыли сток реки. Поэтому всю гавань занесло илом, и в результате этого захерела торговля, и город опустел. То есть люди, легко ворочающие многотонные блоки, не могли разгрести простой песок, как это делали те же египтяне, строя каналы в пустыне Сахара. Что только не придумают историки, чтобы умолчать о катастрофе IV века. А мы неожиданно из кустов выруливаем на полигональную кладку времен Александра Македонского. И это опять баня, так называемая малая баня. И она третья по счету. Однако пояснительная записка к этим руинам говорит, что это бани римского периода. И после осмотра их я вынужден с этими выводами согласиться. Кладка действительно римская, на бетон, она лишь имитирует полигональную кладку. Это не сплошные монолитные полигональные блоки, а лишь их имитация. В большинстве своем, кроме угловых, они плоские. Скорее всего, банька была для низших слоев или даже для рабов, которым не требовался особый шик и блеск. Она состояла всего из 3 залов небольших, вот, и была довольно плохо отделана. И, как пишут, была она отделана керамическими плитами из плинфы. В принципе, тут можно обойтись без комментариев. Просто давайте посмотрим, вы все поймете. Это как бы усовершенствованная римлянами
древняя кладка, где промежутки между камнями боковыми заполнены уже бетоном, а не щебенкой, как в обычной полигоналке. Раскопки здесь, как пишут на стенде, не проводились, поэтому это место ждет еще своих шлиманов. Ну а нам пора бежать дальше, чтобы увидеть новый, как я его назвал, фаллический символ возрожденной Патары, который, по идее, как обещают реставраторы, должен быть виден даже с острова Родос. Такой вот историко-археологический троллинг Греции. Особенно это будет актуально, если научное сообщество признает Патару родиной Аполлона и внесет ее в список ЮНЕСКО. Не знаю, как про Родос, но отсюда его уже очень четко видно. А мы тем временем вышли к городской стене и на берег гавани. Вот это болото как раз расположено на месте, куда заходили корабли со стороны моря. Теперь здесь дорога и высаженные эвкалипты, которые выполняют две функции. То есть они задерживают пески и в то же время распугивают малярийных комаров. И вот уже прямо на финишной прямой к цели нашего путешествия мы столкнулись с любимой забавой турецких археологов – перекрытием доступа к сайту. И, как всегда, без всяких соответствующих предупреждений заранее. Понятное дело, что они не на того напали, но все же хотелось смотреть на это легально. При раскопках вокруг маяка была найдена табличка с надписью на латыни: «Я император Нейрон, я построил этот маяк для безопасности моряков», что позволило, в принципе, определить точную дату его постройки. Это был 87 год нашей эры. Реставрация осуществлялась с применением самых современных методов. С помощью специальной программы компьютерной Revit определили, в каком месте должен находиться тот или иной каменный блок. Подошло примерно 80% откопанных блоков. Остальные были сильно повреждены при цунами, и поэтому их пришлось заменить на новые. В общем, маяк собран из оригинальных камней, и высота его составляет 26 метров. И я был очень рад, что увидел это чудо древней архитектуры своими глазами. Возвращаясь к машине, я, глядя вот на эту заиленную гавань, думал, сколько же там лежит кораблей. Ведь цунами нагрянул внезапно, и все, что было в гавани, оказалось погребено под слоем колоссального заноса. Вот это вот те самые песчаные дюны, которые принесла волна из моря, и под которыми похоронена большая часть этого города тоже. И, судя по всему, копать здесь больше никто уже и не собирается. Они создадут здесь несколько впечатляющих туристических аттракционов римского периода, как в Перге. И все остальное будут потихоньку ковыряться, отыскивая золото и разные драгоценные артефакты. Ну а мы давайте посетим самый знаменитый в Турции, самый большой в Турции пляж. Вот такой вот он. Длина его около 18 километров, как говорят. Вход стоит около $5 с человека. При этом билет на пляж покупается отдельно. Никаких условий для отдыха. Мусор, ветер. В общем, как везде. Место является самым крупным на Средиземном море гнездилищем морских черепах карета-карета. Они выползают вот примерно в район вот этих столбиков и там роют себе ямы, куда откладывают яйца, и через которые через 80 с чем-то дней появляются маленькие черепашата, которые бегут в воду. Песок перемещается из-за ветра. Вот такой вот песчаный поземок получается. И именно так двигаются эти пески. Песок упирается в какое-нибудь препятствие, начинает расти бугор и образуется дюна, или еще называется бархан. Песок с макушки дюны уже сдувается на ее подветренную сторону, и таким образом перемещается сама дюна. И выглядит это примерно вот так. Удивительно завораживающая картина, не правда ли?